Привет, друзья! Одиночество. Почему именно в одиночестве скрыт наш сверхмощный ресурс и наша сверхсила? Сегодня мы посмотрим глубоко в концепт одиночества и разберем с позиции нейронауки, психологии, философии и трансформации сознания, в чем же сила и как распаковать эту силу на полную мощность. Очень многие сегодня боятся одиночества. Одиночество, что это? Это тревожная пустота или это очевидный признак неудачи? Или, может быть, это действительно сверхмощный ресурс? Обязательно досматривайте это видео до конца, потому что именно здесь мы разберем не только, почему одиночество полезно, какие невероятные ресурсы активируют это в нас же самих, но самое главное, мы разберем несколько шагов, как пойти, наконец-то, к себе, начать жить яркой, полноценной, красивой, счастливой жизнью, как начать кайфовать от себя, от своих ценностей и от своей жизни в целом. Обязательно досматривайте до конца, и я вас уверяю, ваша жизнь изменится. И я рада провести вас сегодня в это невероятное путешествие к себе самому. Меня зовут Кейт Фрай, я являюсь психологом, философом и трансформационным ментором. Итак, поехали! В чем же преимущество, в чем же сила нашего одиночества? И первое и самое важное, что через одиночество мы наконец-то возвращаемся к самому себе. Кто-то из религиозных мистиков сказал, что одинок не тот, кто один, а одинок тот, кто потерял себя в других. И здесь, мне кажется, очень важно действительно осознать, какой жизнью мы живем. Потому что существует действительно очень много людей, которые осознанно выбирают одиночество, которые очень селективно подходят к общению и вообще к своему времени. Это реально два пути, по которому можно идти. Один путь, когда ты просто постоянно находишься в поверхностном общении. Ты не хочешь ни на секунду остаться один, потому что где-то на уровне подсознания у человека есть просто негативная коннотация одиночества. Но что это за жизнь человек живет? То есть это человек, который постоянно потребляет, постоянно общается, постоянно какие-то социальные сети, постоянно какие-то коммуникации, но зачастую это коммуникации неценные. И если человек остается наедине с собой, он буквально не знает, что делать. То есть он как бы вот провал, я один, я вообще не знаю как. Но, собственно, именно вот в этом один и скроется самый главный секрет собственного роста, собственного осознания. Потому что те люди, которые осознанно выбирают одиночество, скажем так, которые осознанно выбирают путь уединения, потому что это время, которое очень ценное, которое посвящено мне самому. Это время, когда я снимаю все свои социальные маски, когда я просто проявляюсь таким, как я есть, абсолютно истинным. Потому что только наедине с самим собой я могу быть абсолютно откровенным. И только наедине с самим собой я могу понять, а что я люблю, а что я ценю, а что мне нравится, а чем я увлекаюсь, а что мне приносит особенное удовольствие. И именно через вот этот вот посыл мы идем в понимание, а кто же я. И если человек осознанно начинает инвестировать в себя, начинает заниматься какими-то самообразовательными проектами, неважно, то есть он идет в себя, то в какой-то момент человек становится очень селективным, потому что вот эти поверхностные общения, они просто не нужны, потому что они несут никакой ценности. И здесь вопрос, а как же вы хотите? Хотим мы пойти действительно в глубину, в самораскрытие, а через это самораскрытие, возможно, через более осознанную жизнь, возможно, через более яркие достижения и, возможно, более, в принципе, счастливый майндсет. И это начинается, конечно, с осознанного выбора и осознанного планирования времени для себя. Ну и, конечно, все это подтверждено наукой. С психологической точки зрения одиночество дает нам возможность перепрожить, переварить эмоции.
и не аккумулировать в себе, то есть вот этот постоянный стресс, и не дать ему в какой-то момент взорваться через постоянное чувство тревожности, а это дает освобождение. И это действительно очень важный момент, который следует понимать. И также исследования в Калифорнийском университете, они доказали, что люди, которые осознанно отказались от поверхностного общения, то есть у них уровень жизни и уровень удовлетворенности своей жизни гораздо выше. Поэтому здесь выбор за вами. А сейчас, внимание, самое главное, что в моменты одиночества в нашем мозге активируется особая нейронная система под названием Default Mode Network. Это система, которая отвечает за саморефлексию, креативность, повышает когнитивные функции, самоосознание смыслов и ценностей. То есть это действительно, можно сказать, когда вы в одиночестве, это активация происходит, это такой некий перезарядка всех ваших систем, когда вдруг происходит, знаете, очистка всего ненужного, и у вас рождаются новые идеи, новые концепты, у вас рождается более глубокое понимание смысла и ценностей, и, соответственно, навигация, куда я хочу, куда дальше, как правильно. То есть это действительно сложно объяснимо, но люди, которые медитируют или которые практикуют какие-то длительные походы или какие-то практики, связанные с одиночеством, они буквально перерождаются. И как результат показывают гораздо больший уровень продуктивности, креативности, гибкости и более осознанности. А осознанность, я имею в виду то, что люди действительно понимают, куда и зачем они идут. И начинают двигаться гораздо легче и с большим удовольствием по своей жизни, потому что они идут в этом соответствии с гармонией своего собственного «я». И, конечно же, это все резюмируется в определенное позитивное состояние как бы в целом нашего «я». С позиции психологии люди, практикующие одиночество, они являются гораздо более эмоционально стабильными, эмоционально взрослыми. Соответственно, идут легче по жизни и более гибкими в целом. И как результат, кстати, также эти люди, они менее склонны к зависимостям и легче выходят из каких-либо травмирующих ситуаций. И следующее очень важное преимущество – это то, что в процессе одиночества происходит гармонизация обоих полушарий. Что это значит? Что мы начинаем приходить реально в ситуацию гармонии, когда наш ум гармонизирует с нашей душой, когда мы приходим наконец-то в состояние равновесия. А вот именно в этом состоянии равновесия и рождается вот это вот внутреннее спокойствие. Через это спокойствие у нас появляется очень четкий внутренний компас. Начинает реально вести нас по той траектории жизни, которая действительно наша. Потому что мы слышим себя, мы слышим наш внутренний голос. У нас нету вот этого постоянного внутреннего конфликта, когда мозг говорит одно, а тело сопротивляется. Вы наверняка были в таких ситуациях, когда у вас состояние тревоги или даже паники, когда вроде бы у вас есть какой-то ивент, которому можно радоваться, но ваше тело сигнализирует о том, что вы в стрессе, вы в тревоге, вы не хотите, вы боитесь. И именно это вот этот вот такой показатель серьезного дисбаланса. Поэтому через одиночество мы и приводим вот эти наши внутренние системы в определенный баланс. И именно в этом балансе, вот в этом ощущении внутреннего спокойствия у нас появляется очень четкий внутренний компас, который говорит нам и навигирует нас, когда мы знаем, это наше, это туда, нам туда. И мы начинаем шаг за шагом выстраивать свою жизнь в гармонии с нашими ценностями, с гармониями с нашим истинным «я». Следующий и очень интересный факт – это долгие прогулки в одиночестве. То есть, если у вас есть доступ, например, пойти в горы, скажем, на 5, 6, а то и 7 часов, то есть встряхнуть ваш организм, выйти из вот этой вот зоны вашей стабильной активности. И это просто катализирует невероятные процессы в нашем организме. В частности, это повышает нейротрофический фактор.
Это белок, который отвечает за рост, выживание и пластичность нейронов. Можно сказать, это действительно сверхудобрение для нашего мозга. А другими словами, это зарядка. Поэтому, если вы хотите действительно дать себе супер буст, идите в какие-то сверхдолгие прогулки или практикуйте какие-то нагрузки, которые являются, ну, можно сказать, выходом из зоны комфорта для нашего организма. Потому что те процессы, которые запускаются в нашем организме, это просто не передать словами. То есть действительно у вас активируется просто невероятная креативность, активируются все ваши когнитивные функции, активируется ваша саморефлексия, поиски смысла, и у вас внезапно происходят какие-то невероятные озарения. Вы понимаете, происходит, знаете как, просто ясность. Я, например, очень уже долгое время практикую, порядка 10 лет. Я хожу в очень долгие горные походы, и это действительно, я хочу сказать, это просто фактор моей невероятной силы. Есть, кстати, такая фраза, что природа говорит только с теми, кто пришел в тишине. И я хочу сказать, что это не только природа говорит, то есть есть такое ощущение вообще синхронизации со всем универсумом. И вдруг приходят ответы, приходит понимание, приходит осознание, и буквально, вы знаете, действительно полный ресет, полная перезагрузка. Я вам очень рекомендую. И в этом контексте, так как я знаю, что такое горы, практикую более 10 лет альпинизм и все виды горных нагрузок, и я понимаю, какое невероятное очищение и трансформация это дает уже по себе, я создала свой авторский проект, он называется Mountain Mind Reset. Это однодневная терапия в горах, тет-а-тет, наедине со мной. Мы идем вместе в горы, где, собственно, и происходит очень глубокая трансформация, где мы раскручиваем ваши убеждения, находим проблемные зоны, перепрошиваем их. Это отличная программа для тех, кто не хочет идти в годы терапии, кто не хочет тянуть время, у кого, может быть, сегодня какая-то кризисная ситуация или просто непонятно куда и как дальше, а может быть, вы знаете куда, но вы хотите просто двинуться сверх темпами. Тур будет идеально для тех, разумеется, кто имеет доступ к швейцарским Альпам, потому что я живу в Швейцарии. Так что, друзья, информацию вы найдете на моем сайте и в описании. Я с радостью стану вашим проводником. И я вам гарантирую, что это действительно будет сверхмощным трансформационным опытом, после которого вы просто выйдете с абсолютно, вы знаете, новым майндсетом. Происходит полный клинап. Возникает, вы знаете, какое-то такое очень ясное понимание, куда идти. Вижу цель, не вижу препятствий. И плюс через активацию, через физическую нагрузку у вас появляется действительно невероятный буст энергии и ваших возможностей. Поэтому буду очень вам рада. А сейчас поехали дальше. И здесь можно упомянуть, что, разумеется, во всех духовных традициях всегда какой-то внутренний поиск и внутреннее осознание приходили через какое-то уединение. Иисус провел 40 дней в пустыне, Будда провел 6 лет в уединении. Но самое интересное, если мы посмотрим на каких-то современных людей, которые также через уединение, через одиночество пришли к каким-то гиперрезультатам, каким-то невероятным результатам и невероятным прорывам. И здесь можно привести в пример Виктора Франкла, человек, который оказался в концентрационном лагере. И это невероятный опыт. Я рекомендую вам почитать его книги, потому что именно там он осознал, что именно человек, если у него есть смысл, значит, он выживет, значит, он дойдет, значит, у него получится. А те, у кого нету смысла, собственно, и сдаются. Поэтому после выхода он написал свою книгу «Человек в поисках смысла». И здесь очень важно просто понимать, как мы это интерпретируем, как мы относимся к этому одиночеству. Если мы говорим о тюремном заключении, о концлагере, то есть это страшнейшее, что может случиться, но одновременно в этом, то есть человек наделяет смыслами, что с ним происходит. И из этого может родиться что-то великое.
человек может прийти к великим идеям, к великим осознаниям, и благодаря этому родилось целое направление психологии. Или другой грандиозный пример – это Нельсон Мандела. 27 лет он провел в заключении, но он не сдался, он не возненавидел, а наоборот, он сформировал свою философию примирения и лидерства. И сегодня мы все знаем его историю. И, наверное, мой самый любимый пример – это Стив Джобс. Его история, она действительно воодушевляет и мотивирует. Кто знаком с его биографией, вы знаете, что в какой-то момент он был изгнан из своей же собственной компании, что является абсурдом и для него, конечно, было глубочайшим потрясением. И для того, чтобы справиться с этим, он отправился в Индию, где глубоко погрузился в дзен-буддизм и искусство медитации, после которого он вернулся и снова взошел на свой пьедестал, начав все сначала. И на самом деле история Стива Джобса, она показывает, что иногда самые большие достигатели, действительно великие люди, которые меняют технологии, которые меняют историю, они являются глубоко духовными людьми. И именно через вот эту духовность, через вот это уединение, через вот этот вот контакт с собой и рождается сила, и рождается вера, и рождается, опять-таки, понимание, куда и как двигаться дальше. И меня впечатлил тоже также факт, что на своих же похоронах он подарил всем присутствующим книгу «Автобиография Йогананды». И это также свидетельствует о том, насколько серьезным и ключевым моментом вот это были практики уединения для таких великих сверхпродуктивных людей. И можно вспомнить также Элизабет Гилберт, которая написала книгу «Ешь, молись, люби». Это ее автобиография, когда человек действительно отправился с самим же собой в путешествие в целях духовного поиска и как, собственно, можно обрести смыслы и обрести свою собственную новую жизнь. На самом деле этот список, он бесконечный. Чарльз Дарвин, в том числе, 40 лет уединения, в которых он написал свои фундаментальные тексты происхождения видов. То есть этот список абсолютно бесконечный, потому что именно через уединение у нас активируются невероятные ресурсы. Ресурсы нас же самих. Потому что когда мы находимся в постоянном контакте с другими людьми, мы начинаем копировать, мы начинаем подражать, мы отдаляемся дальше и дальше от себя. Потому что, может быть, в вас есть невероятный креативный гений, может быть, в вас есть невероятный лидер, менеджер, управленец, или, может быть, просто человек искусства, но вы не даете себе возможность с ним познакомиться, не даете ему возможность начать с вами разговаривать, не даете возможность просто построить с этим единственным и самым важным человеком в вашей жизни, который всегда будет с вами, действительно теплые, любящие отношения. И здесь мы приходим к самому ключевому моменту. Как сказал Лао Цзи, полюбить себя – это значит перестать искать себя в глазах других. Там вы найдете других, но не найдете себя. Потому что именно в этом походе к себе, только там вы можете осознать, кто вы есть на самом деле. И только там вы можете полюбить себя. И только там вы можете обрести здоровую, сильную, прочную опору в своей жизни. Опору на самого важного и близкого человека, который навсегда останется с вами же самим. Прекратите эту бессмысленную гонку. У вас есть самый главный ресурс, самый главный человек в вашей жизни. Это вы сами. И здесь я бы хотела вам дать одну из самых фундаментальных практик. Как же начать выстраивать вот эти красивые гармоничные отношения с самим собой. И буквально ваша жизнь, она будет мгновенно вынесена на какую-то другую траекторию. Траекторию успеха, счастья и осознанности. Поэтому прямо сейчас возьмите, пожалуйста, листочек, ручку и напишите «свидание с собой». И начните планировать, пишите список. Вы можете представить свидание с вашим любимым человеком. Что бы вы хотели сделать? Только сделайте это с самим собой.
Неважно, что вам приходит в голову. Может быть, вам хотелось бы, например, встретить рассвет, сделать прогулку на велосипеде долгую, например, съездить в соседний город или в какую-то там красивую местность. Может быть, вам хотелось сходить в горы. Это, кстати, гениальная идея. То есть запланируйте себе максимальное количество классных ивентов. Может быть, взять, встретить рассвет на САПе, например, стендап-падлинг, кому это нравится. Может быть, сделать какой-то пикник на рассвете. А может быть, пойти на природе, написать какое-то стихотворение, посвященное самому же себе. Неважно, этот список, он может быть бесконечный. Съездить в какой-то другой город, съесть мороженое, например. Но напишите себе вот прямо сейчас список из 30-50 свиданий и начните это реализовывать. И я вам гарантирую, что ваш уровень счастья, он, во-первых, поднимется. Во-вторых, не будет пустых ожиданий, потому что вы знаете, что вы наедине с собой. И кто бы вам в этот запланированный период не предложил там что-то другое, поставьте себе на первое место. Вы не можете отказать себе. Откажите всем вокруг. И попробуйте хотя бы каждую неделю делать вот это свидание с самим собой. А если вы в данный момент находитесь в каких-то жизненных обстоятельствах, когда действительно вы чувствуете себя одиноко и не знаете, как с этим быть, то практикуйте это на каждодневной основе. Радуйте себя, устройте себе романтический ужин при свечах, приготовьте себе что-то красивое, что-то вкусное, что-то необычное. Делайте все, что угодно. Сделайте красивую медитацию дома при свечах. И это, кстати, второй пункт, куда я вам рекомендую обязательно зайти. Начните медитировать. Я не буду сейчас вам углубляться про те невероятные положительные эффекты, но это действительно начинает просто активировать наше мышление, наше подсознание, наш внутренний голос, нашу интуицию и понимание, понимаете, уходит вот этот вот шум, а приходит ясность. И только в этом ясности вы можете услышать свой внутренний голос. Начните медитировать, начните хотя бы с 5 минут, 10 минут в день. И еще одна невероятно мощная техника, я вам от всей души рекомендую, это начните писать. Начните писать, можно сказать, дневник своих эмоций и состояний. И это очень здорово делать с утра. Вот вы утром просыпаетесь, и начните просто писать первым делом, ни телефон, ничего другого. То есть просто берете лист бумаги и начинаете просто писать потоком все, что приходит в голову. Если у вас даже есть какие-то тревоги, страхи, все, что думали, все, что не думали, и через вот этот вот поток, оно происходит невероятный процесс очищения. То есть уходит все, что вас действительно тревожит, вы это просто отдаете бумаге, и это также провоцирует вот это вот состояние ясности. И вы просто вступаете в этот новый день, можно сказать, действительно, знаете, с очищенной энергетикой. Это очень мощная техника, она также научно доказана. Пробуйте, практикуйте, начинайте этот путь к себе. Кстати, друзья, давайте сделаем определенный конкурс. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваши идеи для свидания с собой. Мне кажется, таким образом мы действительно обогатим наше коллективное мышление. Может быть, у кого-то не так много креативности, и это может быть классная идея для кого-то другого. И тем самым мы станем ближе друг к другу. Пишите обязательно, делитесь в комментариях, внедряйте, практикуйте. Мне очень интересно услышать каждый ваш комментарий. Буду очень-очень рада. И за лучший комментарий мы сделаем первую сессию диагностику разбор со мной бесплатно. Буду очень рада с вами познакомиться. Ну и напоследок, одиночество — это не тогда, когда никого нет рядом. Это когда ты, наконец-таки, с собой. И навык одиночества — это, наверное, самый главный навык в нашей жизни. Потому что только когда мы начнем радоваться, когда мы найдем путь к себе, когда мы познаем себя, когда мы будем знать, когда нам хорошо, когда нам классно, когда мы самодостаточные, когда мы цельные, когда мы знаем, что мы, куда мы хотим идти, когда мы начинаем двигаться в сторону своего истинного «я», появляется непоколебимая опора, уверенность, а самое главное — ощущение счастья, которое навсегда остается с вами, потому что оно живет внутри вас. Поэтому просто научитесь быть самим собой, любить себя, обнимать себя, ценить себя
и просто кайфовать от каждой возможности побыть вместе, побыть наедине с этим самым любимым, родным человеком. Дорогие мои друзья, любите, цените и идите в свои же собственные объятия. Я вас крепко обнимаю. Если вам откликается, ставьте, пожалуйста, лайки. Это эквивалент того, что вам откликнулось. Для меня это тоже очень ценно и важно. Подписывайтесь на канал, здесь будет очень много глубины. И кому действительно эта тема заходит и отвлекается, да и в принципе любая другая тема, я вас приглашаю в индивидуальную работу. Потому что когда вы идете вместе с наставником, с ментором, с психологом, с человеком, который вас ведет и который в вас верит, ваши результаты и ваши достижения начинают происходить просто в 2 раза быстрее. И результаты зачастую превосходят даже самые смелые ваши ожидания. Я вас бесконечно люблю, обнимаю, берегите себя и любите себя. Пока-пока.